Лёг, мы даст первый играем? Угу. Да, спикаем. Эншен затера. Окей. Да, мы Инферно баним. Наконец-то достал. Что не получилось в предыдущих ростерах, я думаю, это в первую очередь, что где-то игроки застакались не по ролям, мы выбрали неправильное развитие команды. А если брать с тренерами, думаю, просто не получился какой-то коллап именно тренер плюс капитан. Именно вот этой связи у нас не хватало, что там в первом составе, втором и в третьем. Думаю, это основные причины. Пацаны, у вас нормально есть? Или комплект? Мы краски. Я нажал В чисто. Пачка Б, Жака, надо прийти. Кайся, ему дать. Все нам. Пацаны, сяжку на Б. Смог лоб дали. Все, 2 спока видим. Я заберу. Polyvision, меня встретили добродушно. Тут мои знакомые, сотрудники с бывших организаций и добрая, теплая атмосфера. Я был рад, что у меня нет большого перерыва, застоя, я могу дальше развиваться в этом своем ремесле. Неотъемлемую часть наших последних хороших результатов и как мы зашли хорошо в сезон, я считаю, большую часть занимает Джека и Достан, потому что мне это ново капитанить, но все же до этого у меня был некий опыт, но именно в их присутствии у меня это получается гораздо лучше, потому что они могут мне подарить свой опыт, свои наблюдения и помогать мне развиваться в этом. Пока у нас соперники такие, что мы можем победить каждого, и на каждый матч мы просто смотрим отдельно, стараемся, и надо просто в нем победить. Просто стараюсь настроить себя и команду на каждый матч. Уверенность в своих действиях, в том, что ты можешь победить, она залог успеха на дистанции, нежели на какой-то турнир ты собираешься, на какой-то не собираешься, как-то странно найти. Нишка. Смог даже. Найс, блядь, Лёха. Достаном и Лехой я не чувствую никаких сложностей. Мы все в новых амплуа, и это, наверное, дает новую жизнь в наш такой кор. Пока все положительно, то есть все замотивированы, все работают. Я думаю, что в то время, которое я с ними играл, там, та синергия, которая была, она ничем не отличается от нынешней. То есть и в целом понятие синергии как таковой я не особо в это как верю. То есть все люди, любые адекватные, они могут найти общий язык. Я всегда во всех интервью говорил то, что Жека — это некая библиотека Counter-Strike, так что я думаю, для команды он тоже библиотека и остается, что он каждому очень хорошо помогает и хорошо влияет на развитие, да и в целом мне как капитану очень тоже немалый вклад оказывает. И это, наверное, самая основная сила Жеки, что он очень трудящийся человек сам по себе, и благодаря этому он выработал некий прям за собой бэкграунд, вот этот багаж знаний, который он может влить в команду и помогать команде только становиться лучше. Пиши! Дашка, хорош. Басу. Вышел с подсмотра. Хорош. Сука, нишки хотели меня выебать. Или прям Только выебал. А как разница? Подъем-то. Давай-ка, дальше продолжаем, блядь. Против Эмиля Кеймпалмера был. Ну, бля, хуй вам могу. Я хотел чуть передохнуть от капитанства и сфокусироваться на индивидуальной игре. Кто, как не Алексей Кикерт, Голубев, сможет забрать на себя ношу и колить так, что я верил в то, что мы играем. То есть все сошлось, опытные игроки, хорошая структура организации, ну и как-то так. Как я в целом стал капитаном, я думаю, уже по возрасту я подхожу к этой роли. Я хочу побеждать, и у меня уже такой большой опыт плюс возраст, что стыдно было бы не стать капитаном уже к таким годам, имея за собой такой большой багаж знаний. Так что в первую очередь это желание побеждать, не подвести там своих родных, близких болельщиков и показать, на что я способен. Я на протяжении всей карьеры все равно second caller, типа начинающий с авангар, поэтому именно вот роль капитанства мне нравилась больше, нежели уже second caller. А second caller мне было уже там 6-7 лет. Хочется попробовать что-то новое, все же я авантюрист, и это интереснее. Я не успел вообще нихуя. Тут нет реакции. Да? Нет. Ну, я понял тоже эту реакцию. Да, ну, что-то я пропустил момент. Надо было просто на 12-11 дальше на математику пройти и все, блядь. Ебаного. Так вы решили порвать. Типа из-за того, что мы порвали, он ебанул. Запал у меня сейчас есть. Получаю удовольствие от того, что я
развиваюсь как игрок именно в игре. Я хочу реализовать свой потенциал и опыт, который накопился. И пока вот прошло всего лишь 2,5 месяца, я даже вот когда Леха не мог сыграть, меня флешбэкнуло в моменте, когда я был капитаном, и вот это состояние, в котором ты находишься, оно неприятное. То есть, на самом деле, тогда я не особо получал удовольствие от игры, я так понимаю, потому что ты в постоянном дисфокусе на команде, и ты не можешь сделать так, как у тебя в голове, и это меня расстраивает. Сейчас я получаю большое удовольствие от того, что я могу проанализировать каждый свой стрейф, момент и сделать вывод. Самые важные качества на роли капитана, я считаю, это в первую очередь понимать хорошо игру. А вторые — это некие лидерские, что ты можешь повести команду, не подвести их. И третье — это социальные скиллзы, что ты должен быть все равно прокачанный как личность, там, зрелым, быть взрослым, как происходят процессы общения с людьми, чтобы не было такого, что ты прям в одной степи где-то прокачан, там, либо в игровом плане, либо там в человеческом плане. Надо, чтобы именно в себе сохранять вот этот некий баланс, что вот во всех этих сферах ты хорошо разбираешься, и тогда это создает тебя как хорошего капитана. Красава. Ебать. Снова сразу передам. В отличие там сейчас не остановимся. Там это уже начало проявлять, что я стал больше как-то взаимодействовать. И из-за того, что мы на самом деле, по моим ощущениям, быстро преодолели какой-то барьер, как-то сыгрались, и, я не знаю, ожидания тоже чуть завышаются, и приходится больше взаимодействовать и влиять. То есть если бы там у нас все не получалось бы, то мы могли бы дальше медленно, постепенно развиваться, но тут мы уже в шаге от мажора, и я не могу дальше как бы сидеть и смотреть, как там человек, например, неправильно распределяет какое-то время. Где-то я ему могу подсказать, помочь, там за него сделать какую-то работу, показать, как это должно быть и как это там у других игроков, с которыми я играл. Когда к нам присоединились Нота и Трэвис, в первую очередь они удивили, вот прям реально удивили Саню неким своим опытом, а Нота удивил не то, что даже опытом, как будто он уже наполовину сформированный игрок. Бывают там новички, там молодые игроки, которые еще в принципе даже не сформированы как люди, там, как личности, как игроки, но Нота создает такое впечатление, что ему вот в его развитии ему прям очень быстро дается, и что он практически уже в нескольких шагах впереди там своих сверстников. Нота создал впечатление, что он прям станет уже прям достойным кандидатом в Тир-1 мир. Ну и помимо того, что он жестко стреляет, и Саня Трэвис, они оба хорошие люди. У них новый взгляд, и даже где-то, может быть, не особо осознанный он, и приходится спрашивать, как, что, почему. У меня была проблема в том, что я мало времени уделял этому, и мало времени это оттачивал. То есть я не могу сказать, что я там супер-мега был бы талантливо одаренный, как тот же Дон Зайву, если бы я всю жизнь это делал. Но эти пробелы, они не были такие большие, какими они были, например, когда я был на капитане все это время. Опыт капитана, причем такой хороший, солидный опыт на Тир-1, он, безусловно, помогает мне как снайперу реализовываться индивидуально. И если ты не понимаешь, как устроена игра и что происходит, тебе тяжело как-то влиять на нее и перформить. То есть ты можешь попадать в выстрел, но не создавать себе пространство, а уж тем более не давать ненужные фраги, которые твоей команде сейчас ни к чему. Ты посмотри, как они рвут. Конечно, они не рвут. Они выходят, блядь, чтобы... Там просто я берут порвать, я думал, да ладно, я ебал, они, наверное, все четко сделали. Но на деле это снайпер промахивается, он не в фокусе нихуя. Смотри. Просто выбеги. Ну что это такое? Каждое наше поражение связано в большинстве своем за счет отсутствия скилла. Проблема в том, что ты не можешь подготовиться к команде. А сейчас такой мир КС, что если ты не знаешь, кто что против тебя делает, тебе невозможно отыграть. Ты когда готовишься, ты готовишься к определенным вещам, например. И ты сможешь заранее в своей голове понять, какие действия ты можешь принять. И у молодого игрока, у него, например, если он первый раз сталкивается с какой-то ситуацией, он может делать неоптимальное решение на эту ситуацию. Ну, даже опытный тоже может, если он не готов, то эта ситуация зафейлит. И в опенквалах часто без информации ты сталкиваешься с какими-то непонятными ситуациями, и тебя просто за счет, может, 12 пистиков уничтожают. Это фиксится просто опытом ситуации, силой,
там индивидуальный, ты можешь нивелировать эти все нюансы. Понятно, что где-то еще все равно не хватает там чуть-чуть опыта, наигрыша ситуации, реакции, но я в целом прочувствовал, что мое ощущение, что у меня будет хорошо получаться капитанить, оно подтвердилось. Эта разница не сильно большая произошла, что я там буду в каком-то дисфокусе или я буду в целом теряться. Нет, типа, все происходит как раньше. Я бы даже сказал, что я сильно фокус не теряю, будучи капитаном. У меня это хорошо получается, я чувствую, что это мое. Тот путь, который мы проделали, он неплох. То есть по истечению 2,5 месяцев мы имеем шанс попасть на мажор, хотя изначально это казалось чем-то невообразимым, потому что новый капитан, новые игроки, в целом это даже не это с нуля новый состав с новым капитаном, там, тренером и так далее. Наш цикл заканчивается как тир-2, там, тир-3 команды, как только закончится мажор, и вот мы стараемся отдать все за попытку хотя бы там выступить. Парни не сталкивались с таким объемом работы, с такой интенсивностью, то есть у нас 100 карт, каждую надо посмотреть, разобрать, подготовиться. Основная вещь, когда ты там, находишься в команде, и ты можешь раскрыться за счет этого, когда ты просто уверен в том, что есть. Да, может, таким командам другим, у которых не так много опыта, они просто на какой-то звериной уверенности двигаются, потому что просто не знают, насколько они там хуевые. Но мы из-за того, что были там в тир-1, понимаем, какие пробелы есть. И как бы каждый день ты засыпаешь и думаешь, блин, тяжело жить с тем, что ты не разобрал. Лучше Жека. Хорош, блядь. Блядь, не рам, пацаны, не раунда можем не отдать. Конечно, хочется пройти этот путь со всеми игроками, и было бы странно держать тут кого-то, с кем бы ты не считал, что вы можете пройти в тир-1, так что 100% именно с этими игроками только одна вера, что мы пройдем и вернемся в этот тир-1 мир. По-другому и быть не может. Цели остались прежними, выиграть все, что только можно. Выигрывать каждую игру, развиваться и становиться сильнее изо дня в день. Просто потеем, стараемся, а дальше видно будет, сломает нас перегорание или нет. Но я думаю, все равно на нас оно не так сильно влияет, потому что все молодые, заряженные. Но в целом у нас есть все предпосылки, чтобы стать мега стабильной командой. Мы уже хорошие результаты показываем, а дальше больше. Просто нужно чуть-чуть времени. Мы идем семимильными шагами. Каждый человек уже, я думаю, в 2 раза лучше понимает и отыгрывает. Несмотря на усталость, несмотря на эмоциональное какое-то истощение, все равно мы играем лучше, чем в начале. И я думаю, что там, спустя, там, может, еще 3 месяца какой-то работы, то есть должны закрепиться, там, не знаю, в топ-30. Я на это рассчитываю.